По случаю убийства моей жены продается за полцены, не гнется и не ломается железная кровать. Весь Бишагачский базар, тот самый, что напротив Комсомольского озера в Ташкенте, знал, что это дядя Жора по прозвищу 00 принес свои беляши. Дядя Жора раскрывал заботливо укутанный тазик, брал беляши в руки и спрашивал: «Ну что, босяки, кому?» По правде сказать, ни беляшам, ни пирожкам, ни другой подобной копеечной, но очень сытной и вкусной снеди реклама в 60-х годах нужна не была. Люди ждали, когда принесут, когда можно будет купить. Особенно на такой популярной точке, как Ташкентский базар на Бишагаче, напротив Комсомольского озера. Именно там, в начале 60-х годов прошлого века, звучала такая странная реклама из уст дядьки, алкоголика, но доброго человека по кличке 00. Если хотите узнать, почему его звали 00, я расскажу об этом позже, потому что сейчас мне надо развести дрожжи. Я присыпал их ложечкой сахара, может быть, немножко муки, да, совсем чуть-чуть, буквально 1 столовую ложку. И развести все это и дать подойти опаре. Да, на 1 килограмм муки достаточно половины стандартной пачки. Стандартная пачка — это обычно 100 грамм живых дрожжей. Купите сухие, быстрорастворимые дрожжи, тоже можно, ничего страшного. Самое главное, муку просейте обязательно. Какая бы она хорошая ни была, муку надо просеивать, потому что таким образом она и разрыхляется, и насыщается кислородом. Но сами посудите, блюдо простейшее. Немного мяса, лучок, довольно много теста. Причем тесто можно делать самое простое. Ну вот есть опара, есть мука, вода, соль. Этого тоже будет достаточно. Будет очень вкусно. Но сегодня ведь мы готовим не на продажу. Мы сегодня готовим для себя. Поэтому давайте сделаем тесто хорошее. Вот у меня сливочное масло 100 грамм, растопленное, разогретое. Выливаем его сюда. 1 яйцо. Чайная ложечка соли. Стакан, 250-граммовый стакан тепленького молока. И переливаем всю опару. Посмотрите, как поднялась. Замешивать начинаем сначала ложкой, как бы подсыпая муки внутрь. Я, пожалуй, что волью оставшиеся полстакана воды. Вот так вот. Заодно и чашечку сполоснем. Ну, а теперь, пожалуй, что можно месить тесто и руками. Мука бывает разная, поэтому смотрите, как получается. Жидковато тесто, значит, можно взять и подсыпать немного муки. А если наоборот, ну, значит, воды надо подлить чуть-чуть. Регулируйте так, чтобы тесто у вас получилось очень мягкое, но тем не менее, чтобы оно отлипало и от тазика, и от руки. Вот тесто почти что собралось в комок, и теперь сюда надо вмешать еще грамм 50, а может быть даже и 100 растительного масла. Разумеется, чем лучше масло будет, тем вкуснее получится и беляши. Возьмите оливковое, возьмите какое-то хорошее масло. Это мы делаем для себя.
Тесто поднимается прямо на глазах. Накроем крышкой, чтобы не подсыхало, и уберем в сторонку. Пока тесто поднимается, займемся фаршем. Посмотрите, что надо для фарша. Ну вот грамм 600 мяса. Грамм, не знаю, сколько здесь, 150 жира, курдючного сала. Грамм 400 лука. Вот и все. Знаете, очень многие считают, что фарш можно сделать из мяса абы какого. Из каких-то обрезков, из каких-то пленок, из каких-то жилок. Перемелится же на мясорубке, и все будет одно, никто не разберет. Нет, ребята, разберет, еще как разберет. Фарш из плохого мяса, фарш из жестких частей каких-то, он так и останется жестким. Поэтому вот здесь у нас есть ссылка на ролик с чебуреками, может кто-то из вас не посмотрел. Там я рассказываю, как поступить с пленками, жилками и совсем уж негодными для фарша обрезками. Можете поступить точно так же в случае, когда вы готовите и беляши. Но на сам фарш пусть мяса будет немного, но оно должно быть самым лучшим. Включаем мясорубку и поехали. Чередуйте сало и мясо. Чтобы выгнать мясо, которое осталось там в мясорубке, давайте пару небольших кусочков лука. Ну вот и все. Мясо вышло, а остальной лук надо будет нарезать ножом. И в ролике про чебуреки, и в ролике про манты, может быть, кто-то не посмотрел, вот здесь ссылка, я показывал, как работать с луком для того, чтобы не было слишком сильного резкого лукового запаха и для того, чтобы слезы не шли, пока нарезаем лук. Кто не посмотрел, посмотрите. Это интересный прием и пользуйтесь на здоровье. Прием хороший. Посолить и приправить. Беляши – блюдо не про специи. Беляши – блюдо, где вкус извлекается из самих продуктов. Очень яркий, очень насыщенный, хороший вкус. Вот столько соли, да нет, даже чуть-чуть многовато. Вот столько соли будет достаточно. 600 грамм мяса. Ну и чайная ложечка черного перца. Кто не любит, не кладите. Кто любит какие-то другие приправы, я не знаю, красный перец, там захочешь кориандр положить, еще что-то, пожалуйста, ради бога. А если сделаете застывший бульон наподобие холодца, то положите и застывший бульон. Пока варите тот бульон, туда можно положить, что хотите. Какие угодно приправы. И лавровый лист, и гвоздику, и, не знаю, еще перец, морковку, какие-то коренья, которые кто любит, сельдерей, например. В общем, все, что может возбудить ваш аппетит. Но классика – это соль, лук, мясо и иногда щепотка черного перца. Видите, какой фарш красивый? В меру жирный, будет сочный. Пора тесто нести. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года.
стол, на котором мы будем работать с тестом, не будем подсыпать мукой, наоборот, смажем его маслом. Руки тоже смазываем маслом. О, какое нежное тесто. Какое нежное, невероятно. И посмотрите, вот выдавливаем просто пончики. Грамм, наверное, по 70, по 80. Смотрите, одной рукой, вот указательным и большим пальцем пережимаем тесто. Раз, и оторвалось. Вот оно у нас в руках. Эта сторона не гладкая, эта сторона гладкая. Подворачиваем все вовнутрь и собираем все концы теста в руке. Опять вот здесь между пальцами надавливаем, чтобы получился эдакий вот грибочек. Ага. Поровнее, покруглее, потом легче будет работать с самого начала. Видите, как они увеличиваются на размерах? Вот он был такой, а вот уже какие стали. Эти заготовочки должны постоять на столе буквально 5 минут и еще раз подойти. А у меня есть время сказать вам о самом главном. Мне очень повезло с местом рождения. Понимаете, а где еще на земле можно было бы одновременно узнать кухню и казанских татар, и крымских татар, и греков, и турков, и немцев, и корейцев, и русских, и украинцев. Все, что попадало в Узбекистан, все эти национальные кухни, все, что попадало в узбекский Казан, все хорошее, все самое лучшее, немедленно становилось узбекской кухней. А из Узбекистана все это расходилось с представителями разных народов, становясь кухней уже интернациональной. То, что мы сегодня с вами готовим, все народы называют беляши. А в Казани, если такие изделия жарить в масле, их называют перемящи. А балиш называют аналогичные изделия, испеченные в духовке, либо в печи. Если небольшие, маленькие, ну вот такой порционный пирожок, это говорят вак балиш, маленький балиш. А если делают большой пирог, на всю семью говорят зор балиш. Кстати, вот зор по-узбекски означает очень хорошо. Когда захотите каким-то знакомым узбекам сказать, что очень хорошо, скажите зор яхши. Ну что, можем попробовать? Ага, сначала пальцами раздвигаем, еще раздвигаем. Эдакую тарелочку лепим под фарш. Смотрите, можно плоскую штуку такую сделать. Если фарш у вас жидковатый, не знаю, может там бульон добавили, может что, может так уж получился, то можно сделать в виде вот такой узбекской лепешки с небольшими бортиками. Ну и фарш. Давайте щедро положим фарш. И теперь начинаем собирать ближе к центру. Складочками. Каждый раз в одну сторону. Посмотрите, вот обычно здесь оставляют отверстия, да? Я хочу показать вам еще один способ. Пускай подойдет. Мы отверстие вот здесь можем сделать потом. Взять ножичек и аккуратненько сделать отверстие. Тесто дрожжевое, да? Это что означает? Что после каждой операции, каждый раз, как мы с ним что-либо сделали, тесто должно немного постоять и снова подняться. Знаете, для чего это, да? Ну, чтобы беляши такие пузырчатые были, воздушные, легкие и очень сочные внутри. Вообще беляши, как и любые другие блюда из теста, мяса и лука, вот, начиная от пельменей, чебурек, манты, самса, это идеальное блюдо для общепита, потому что себестоимость его невысока, да? Привлекательность, вкус очень высоки. И прибыль позволяет получать очень значительную. Но это еще и отличные семейные блюда. Вот когда детей много, семья большая, а продуктов не очень много, такие блюда, как беляши, всегда выручат. Не надо так много мяса, может быть, класть, как мы сегодня кладем. Может быть, можно лука чуть больше добавить. Это все равно будет очень вкусно.
Если есть жира побольше, значит жира можно побольше положить. И это будет хорошо для отца семейства, для хозяина. Для того, кто должен идти и работать весь день физически. Понимаете, еще и такие блюда очень удобно брать с собой на работу, в дорогу, в школу. Получается очень экономно, очень сытно. И вы, по крайней мере, знаете, что едят ваши дети. Да? Что сюда не натолкали, чего попало и так далее. Вот в прошлый раз чебуреки делал, немного теста осталось. В этот раз беляши делаю, немного фарша осталось. Ничего страшного. Вот остался фарш, вот осталось тесто. Завтра кто-нибудь придет, не знаю, дети приедут, внуки кто-нибудь прибегут. Раз, два, или чебуреки, или беляши готовы. Давайте теперь вот в этих-то дырочки проколем, прорежем, которые мы договаривались с вами сделать на потом. Дырочка-то в беляше обязательно нужна. Опа, это тесто. И вот я считаю, что вот так она получается как-то более аккуратной, более красивой. Беляши подходят, а времени терять нельзя. Включаем казан, нагреваем его. Градусов, я думаю, на 180, 190. И щедро наливаем масло. Потому что беляши тоже хотят плавать в масле. Чем больше масла, тем равномернее пожарится, тем лучше и вкуснее пожарятся. Теперь вы мне скажите, вы знаете, что беляши надо опускать непременно дырочкой вниз? Не беспокойтесь, фарш не выпадет. Фарш влажный, влага из него пытается испариться. Там снизу надувается шарик пара. И этот пар подпирает фарш. И так вы хотите узнать, почему того дядьку-алкоголика, который продавал беляши на Бишагачском базаре, прозвали 00? Дело в том, что руководство общепитом всегда состояло из людей весьма неглупых. И они отлично понимали, что изготовление и продажа беляшей – дело наваристое. И ни один дурак это дело просто так не бросит. Поэтому таким продавцам супервыгодных точек навязывали продажу лотерейных билетов. Но продавать лотерейные билеты в Ташкенте в 1961 году было все равно, что продавать воду посреди потопа. Лотерейные билеты никто не покупал, а сдать их назад было нельзя. Приравнивалось к невыполнению плана. Могли ведь и точки лишить, отобрать тазик и табуретку. Поэтому каждый месяц, когда выходили газеты с объявлением результатов тиража лотереи, дядька закрывался у себя в комнате, брал бутылку портвейна 3 семерки, проверял билеты, а потом шел в туалет, который, как и все удобства, располагались где-то там, на улице, такой деревянный скворечник, рвал там билеты. А когда выходил, все его спрашивали: дядька, ну что, какой счет? Имея в виду, кто кого, государство дядьку или дядька государство. А он все время отвечал: 0-0. По ложечке масла в отверстие непременно надо залить, чтобы там внутри мясо тоже закипело. Понимаете, оно так и так приготовится. Но мясо в мантах – это что-то одно. Мясо в чебуреках – это что-то другое. А мясо в беляшах, оно должно иметь привкус котлеты. Котлеты ведь как жарим обычно? В масле. Поэтому ложечка масла прямо в беляш не помешает. Не беспокойтесь, это народная еда. Она должна быть сытная. Если кто съест 1 или 2 беляша, будет сыт на весь день. Перемящ, 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 болещ, почмак. Меня зовут Андрей. Я работаю мыловаром. Живу в общаге с Азатом. Как-то раз я угостил его квашеной капустой от мамы.
А он протянул мне треугольной формы пирожок и сказал, что это эчпочмак. Я отломил кусочек, положил его в рот и мандаките будала, шонде тамля болде бу эчпочмак. Менче или чевиш, шулай тымлеп, сот белене чече, араб беттим, анары кекереп, усырып жіберден де йокларга яттым. В общем, что я хочу сказать, что все эти уак-балиш, эчпочмак, перемящ, то, что мы называем билиши, это все величайшее достижение материальной культуры татарского народа, которая обогатила не только Татарстан, которая обогатила практически все народы России. И если бы мне поручили составить книгу о кухне России, не о русской кухне, а вот кухня России, то эчпочмак, перемящ, балиш, зор-балиш заняли бы достойнейшее место в этой кухне. Поэтому большое спасибо братскому татарскому народу. Ведь они братья не только для узбеков, не только для азербайджанцев. Вы, кстати, слышали, знали, что до революции русские азербайджанцев называли закавказскими татарами, либо тифлисскими татарами. В общем, мы тоже татары. И крымские татары, мы все братские народы. И, разумеется, мы являемся братскими народами и с русскими народами, со всеми остальными людьми, которые здесь живут. Башкиры, удмурты, чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы, каких народов я не упомянул, простите, пожалуйста. Но кухня, хороший стол, хорошая еда, хорошее настроение – это то, что нас всех должно объединять. То, что должно стать точкой притяжения. Это не то, что должно стать предметом споров, разделов, каких-то националистических разговоров. Это не дело. Неважно, кто это придумал. Это вкусно. И любой хороший человек, и любой наш ребенок заслуживает того, чтобы есть эту вкусную и хорошую еду. Дядя Жора раскрывал заботливо укутанный тазик, поднимал горячий, пышущий жаром беляш, разламывал его мясистое, сочное нутро и спрашивал: «Ну что, босяки, кому?» И не было нужды кричать вторую прибаутку. «Эй, народ, подходи скорее, свой огород, беляш горячий, половина сахар, половина мед». Приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят: дорого стоит, 8 000 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе,
получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.